Обмен Барселоны и Манчестер Юнайтед. Неймар вернется в Сантос. Златан в Милане. Арауха все ближе к Баварии. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Златан Ибрагимович вернулся в Милан. Компания Redbird Capital Partners, владеющая контрольным пакетом акций итальянского клуба, официально объявила о возобновлении сотрудничества с экс-футболистом Россонери. Швед занял пост операционного тренера Redbird в области спорт, медиа и развлечений. Он также будет старшим советником владельцев и высшего руководства Милана. В заявлении компании говорится следующее. В Милане Ибра будет старшим советником владельца клуба, который возглавляет Redbird и включает Нью-Йорк Янкис, одного из давних партнеров в спорте. Работая в тесном сотрудничестве как с владельцами Милана, так и с высшим руководством, Ибра будет играть активную роль во всех спортивных и деловых операциях клуба и поможет укрепить культуру побед клуба. Его полномочия будут включать развитие игроков и игровую подготовку, продвижение глобального бренда Милана и его коммерческих интересов, а также поддержку специальных проектов стратегической важности, включая новый стадион клуба. Каталонская Барселона получила предложение от Манчестер Юнайтед устроить обмен футболистами. По информации от издания Sport, синегранатовым предложили вингера Джейдона Санчо в обмен на Рафинью. Пока неизвестно, как на предложение манкунианцев ответило руководство Барселоны. Санчо по возрасту на 3 года младше Рафиньи. Синегранатовые могут сделать ставку на то, что главный тренер Хави сможет реанимировать карьеру Джейдена. А сам Рафинья уже ранее выступал в АПЛ в составе Лидса. Голкипер Тоттенхэма Уго Льярис может покинуть команду в январе. Французский ветеран получил разрешение искать себе новый клуб еще минувшим летом, но так и не принял ни одно из предложений. Рулевой Анге Постекоглу не рассчитывает на 36-летнего вратаря. Он ни разу не появлялся на поле в текущем сезоне. Как сообщает Sunday Mirror, о подписании Льяриса задумался Ньюкасл. Сороки нуждаются в усилении вратарской позиции после тяжелой травмы, которую получил Ник Поуп. Левый защитник Жироны Мигель Гутьеррес интересен топ-клубам Европы. Контракт 22-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до 2027-го. В нем указана сумма отступных в 35 миллионов евро. По информации Релева, интерес к испанцу проявляет Бавария. Также за ним следят английские Арсенал и Манчестер Сити. У Реала есть право приоритетного выкупа Гутьерреса. Следующим летом трансфер игрока может обойтись мадридцам в 8 миллионов евро. Зимой сумма трансфера для сливочных будет такой же, как для остальных клубов. Реал не исключает возможности возвращения своего воспитанника, но приоритетной целью считает подписание игрока Баварии Альфонсо Дэвиса. Отмечается, что Жирона может склониться к продаже игрока уже в январе. В клубе считают, что Гутьеррес уйдет скорее раньше, чем позже, и знают, что летом Реал может купить его дешевле. Манчестер Юнайтед не собирается активировать опцию продления контракта с нападающим Антони Марсиалем, сообщает журналист Дэвид Орнштейн. Действующее соглашение между футболистом и клубом истекает летом 24-го. Если планы не изменятся, футболист покинет МЮ следующим летом в качестве свободного агента, если в январское трансферное окно клубу не поступят подходящие предложения. Француз выступает за англичан с 2015-го. Спортивный директор мюнхенской Баварии Кристоф Фройнд высказался о возможном трансфере Рональда Арауха.
трансфер приближается, и в принципе есть некоторые разговоры. Однако я не хочу ничего говорить по этому поводу, приводит слова Фройнда журналист Керри Хау. Ранее появлялась информация о том, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель и Фройнд лично разговаривали по телефону с Араухо, пытаясь его уговорить перейти в немецкий клуб. При этом Тухель говорил, что очень нуждается в уругвайце уже в зимнее трансферное окно. Нападающий Хофенхайма Максимилиан Байер может сменить клуб. Интерес к 21-летнему футболисту проявляют многие ведущие клубы АПЛ, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Они изучали информацию о деталях контракта игрока. В частности, Байер привлек внимание Ливерпуля. Ожидается, что Максимилиан покинет Хофенхайм по окончании сезона. Байер – лучший бомбардир своей команды в текущем сезоне Бундеслиги. На его счету 6 забитых мячей в 13 матчах. Атлетико Мадрид выставлен на продажу. По информации Ла Секста, гендиректор Атлетико Мигель Анхель Хиль и президент Энрике Сереса, которым принадлежат 65% акций клуба, запустили процесс продажи мадридской команды. В приобретении Атлетико очень заинтересован владелец клуба НФЛ Майами Долфинс Стивен Росс. Первые контакты уже состоялись. Росс вложил в клуб более $1 миллиарда. Кроме того, он инвестировал более $500 миллионов в реконструкцию клубной арены Hard Rock Stadium. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $10,1 миллиарда. Президент бразильского Сантоса Марсело Тейшейра заявил, что игрок Аль-Хиляля Неймар попросил не использовать 11-й номер до его возвращения. 10 декабря мне от лица Неймара позвонили и сказали: «Президент, вы уже отказались от использования 10-го номера, пока не вернетесь в первый дивизион. Так что не используйте 11-й номер, пока я не вернусь. Я уже счастлив, я уже полон надежд. Мы ждем возвращения Неймара. Это уже вселило в меня такую надежду. Пусть возвращение в высшую лигу и возвращение Неймара в будущем будут такими быстрыми. Мы собираемся временно отказаться от 10 и 11 номеров. Раньше 10 номер носил Пеле. Новая звезда появится только тогда, когда мы перейдем в элитный дивизион. И 11 номер будет ждать возвращения нашей звезды», — сказал Тейшейра. Главный тренер Болоньи Тьяго Мотта может возглавить один из топ-клубов итальянской серии А, утверждает Foot Mercato. По информации источника, представители Интера и Ювентуса уже контактировали с 41-летним итальянцем на предмет возможного назначения в следующем сезоне. Кроме того, он находится в шорт-листе Милана на случай увольнения Пиоли.